Всем привет, меня зовут Илья Копалов, мой никнейм НЛР. Решение стать киберспортсменом пришло мне еще с самого раннего детства, наверное, в лет 8-9. Вот, я стремился к этому, но в тот момент я занимался, получается, спортом, легкой атлетикой, еще ходил в военно-морскую школу, вот, и также занимался тхэквондо, немножко скелетоном позанимался. Вот, также танцами еще занимался, потому что мне очень нравилось, как люди танцуют, и меня просто это, не знаю, впечатляло. А так, получается, я играл где-то 6 лет в КСС, потом перешел в CSGO, поиграл. Ну, а там уже дальше Overwatch, и вот так вот потихоньку все поплыло. Первый сезон Overwatch лиги пришел мимо меня, скорее всего, из-за того, что я недостаточно много, практически не общался ни с кем из людей, так сказать, из этой сферы с высокого уровня. В Overwatch лиге ребятами, да и вообще не поддерживал контакт. А в первом сезоне это было достаточно важно. Я считаю, это как скаут-агентство, всякие не рассматривали практически европейский регион по сравнению там с американским, с корейским регионом. Вот. Я ушел из русскоговорящей команды в европейскую команду и проиграл, получается, там полгода, что такое в европейской сцене, получается, с англоязычными людьми. И оттуда меня уже заскаутили, посмотрели на меня, позвали играть в американском, так сказать, организации, была Rocket Sports, что такое. Ну, решение, получается, я принял сам, как понимал, то, что если действовать никак не буду, то ну, такое себе. И потом уже я начал играть там в американской сцене, в европейской, и с контактами немножко обзавелся, но меня просто люди все видели, смотрели уже, и так позвали во второй сезон. Обычно турнирные игры проходили на задержке 200 из-за того, что вражеские команды специально выбирали сервер, где хуже мне. Ну, так вот часто было. И особенно тяжело было из-за графика. У меня даже получалось так, что одновременно я играл в двух командах, в европейской и американской. Я почти не спал, потому что на 2 часовых пояса одновременно играть и жить, это очень тяжело было. Ну, как говорится, не зря. Мне сами предложили, получается, пришло 3 предложения от Вашингтона, от Бостона и от Атланты. В Атланту я выбрал, потому что я уже знал этого тренера, играл в команде с ним, и знал и других ребят. Мне было проще, потому что мне вообще было даже немного страшно ехать куда-то далеко, не знать никого из команды там. Когда ты знаешь хотя бы там одного человека, пару человек, уже намного проще, спокойнее, и есть какая-то уверенность, потому что ты с ним играл. Ну, вот. Когда мне предложили контракт, я не знал никого, ну, какой состав будет, потому что в тот момент еще проходили трайауты, а меня подписали вроде как самым первым в команду. Ну, а так с ребятами поиграл на трайаутах, на пробах, уже их так узнал, как они играют, кто они, чего, там немного пообщался, плюс до этого кого-то там знал, ну, вот. Кто находится в составе и кто будет играть или кто уйдет, кого уберут, это все делает главный тренер, независимо от того, что думают другие игроки. Это его, так сказать, личное мнение, личный, так сказать, взгляд, как должно происходить и кто будет играть. Только решает он. Как происходит в других командах, я не знаю. Но, по идее, это должно так, я считаю, то, что все должны в этом участвовать, и кому с кем удобнее играть. И слушать мысли, допустим, других игроков. Такой случай был в команде, то, что там ребята хотели со мной играть в какой-то, ну, не в какой-то момент, а, допустим, вместо другого человека. Но тренер решил делать так, и все. Влияние меты, получается, сказывается на решениях, кто будет играть в главном составе, потому что не все игроки успеют, так сказать, успевают подстроиться под эту мету и тренировать нужных героев. Из этого-то и берут еще каких-то дополнительных игроков на, так сказать, на бенч, типа, ну, это как бы не бенч, но они просто позади какого-то другого игрока, который играет в данный момент. Вот. И он, допустим, тренирует в этот период, пока играет тот игрок, в следующей мете тренируется и что-то смотрит, делает какие-то заготовки, просто тренирует героев. Когда наступает новая мета, это не только ты должен уметь играть на героя, ты должен правильно это делать, там, на той же мей, ты должен правильно там стенки ставить, еще что-то, быть готовым как-то скоординировать и закомбить с командой, с тиммейтами. Это еще зависит, как ты построишься именно в игре с командой. Я, получается, проводил очень много времени с командой, сидя так в зрителях, и иногда просто там за меня играя. Вот. А также я стримил много, играл, что-то смотрел, там записи демок.
разборы какие-то. Но я всегда участвовал с командой на разборах, на VOD ревью. Это вот сейчас разбор демок с тренерами. Что произошло в команде в середине сезона? Ну, там были рассинхрон, так сказать, с игроками, с общением. Плюс тогда ушел Дафран, искали нового игрока на роль, еще что-то. Плюс подстроиться под мету. Когда пришел Бэй, он тоже что-то не играл-то на Зарето. Он учился. Вот это все повлияло. Командный дух немного спал, так потихоньку. А в 4-м стейдже мы решили просто поменять немного, так сказать, свою игру. В плане то, что тренер сказал нам: окей, ребята, делайте что хотите, как вы думаете. Будем делать типа по-вашему. Ну так вот и получалось. Условия, получается, что предоставляет Атланта, но это просто что-то такое потрясающее, замечательное. Свой шеф-повар, психолог, огромный-огромный дом, совсем. Ты что хочешь, тебе купят, привезут. Не знаю, бассейн, пинг-понг, ну, короче, что хочешь, там джакузи, все дела, сауна, вот. И ты захотел, допустим, каких-то вкусняшек, кваса, там, чего угодно. Попросил повара, он это все заказал, привез. Захотел себе там на обед, на ужин, не знаю, борща, пельмени, чего угодно, он это приготовит. Насчет спортивных занятий и психолога, это все не обязательно. Человек хочет, он идет, разговаривает с психологом. Никого типа заставлять не нужно. Я знаю, вот у меня ребята, половина там гоняла, ходила к психологу, общалась с ним. Я один раз так сходил, но мне типа не нужно было, но я так типа мне интересно было. А насчет спортивных занятий, мы как-то нам нанимали, получается, спортивного тренера в зал. И даже пытались как-то заставить нас ходить, ну там ребят еще что-то. В итоге ничего не заставляли, кто ходил, тот занимался. Вот. А я так чисто походил, но я сам больше занимался, кардио делал, там что-то такое. Насчет того, что жить с таким большим количеством людей в одном доме, ну это мне достаточно было это все просто, но были свои маленькие нюансы. В плане, допустим, Дако, я с ним жил, у него соседняя комната была, он ложился спать очень поздно и хлопал всегда дверью. Было слышно на весь дом. И я такой вскачиваю ночью, ну что за землетрясение? Ну серьезно, я просто иногда такой просыпался, такой, блин, снова Дако. Ну потом я уже привык. Ну и такие всякие маленькие нюансы, там, человеческие. Кто-то там громко ходит, топает, кто там, блин, еще что-то делает. Ну такое все. А так, типа, достаточно прикольно, круто. Никто ни на кого там не давит и давление не оказывает. Все. Выступление Атланты в этом сезоне, я считаю, довольно хорошее. Можно было лучше. Но для, так сказать, expansion команды, новой команды в этом сезоне, это очень хорошее. Это, получается, мы заняли топ-6 вроде, что-то такое. Топ-6, топ-5. И этот результат по сравнению с другими новыми командами очень крутой. Да и вообще, по итогу-то. Atlanta, are you ready? Выездной матч в Атланту, это было что-то супер, нечто пупер-гипер круто. Так как с тех моментов я начал понимать, почему, допустим, в футболе, в хоккее, где угодно, люди выигрывают дома по большей части, чем на выезде. Так как когда ты просто идешь играть в арену, и вот эти все люди, они все за тебя болеют, все просто топят и горят желанием тебя поддержать. Если ты куда-то выйдешь, тебя все окружают, потому что все знают, что это домашний город, домашняя команда приехала. Или когда ты садишься уже играть, и выходит вражеская команда, они все у-у-у, а когда ты выходишь, они все поддерживают. И это такое давление, серьезно, это просто нереально. Я представляю, каково это, вот, допустим, в вражеской команде выходить, и тебя весь зал просто говорят у-у-у, прям громко. Это просто нереально. Поклонники в Атланте очень круто реагировали и просто были душой, так сказать, компании. Они были очень доброжелательные, клевые все. И когда мы подписывали там, допустим, футболку, еще что-то, получал кучу, так сказать, теплых слов, поддержки. И это эмоционально подбадривало. Но вот русскоязычные поклонники — это уже отдельная история, потому что они, они самые клевые. Как бы там атлантовские, еще что-то, но это самые клевые ребята.
Они всегда очень круто помогают, пишут в личку теплые слова поддержки, они топят, записывают сторис, кричат, орут, поддерживают. Ну, блин, это просто золотые ребята, ну, серьезно, аж сердечко тает. Таким примером я хочу стать для всех, так сказать, людей, игроков, которые будут играть и просто наблюдать за киберспортом. Это, получается, быть лучшим на своей роли. И исходя из ситуации, какие были у меня там проблемы в семье и прочее, очень сильные и тяжелые, вот, то не сдаваясь, несмотря ни на что, просто продолжать двигаться к своей цели. Если ты поставил цель, не нужно там искать отмазки. Ну, там я не сплю, я не могу спать в плане, у меня не хватает сна, у меня проблемы там в семье, мне не дают играть, кому это не давали играть, ну, всем не давали играть, и мне тоже закрывали на компьютер на ключ. Я это как-то там брал ножницы, как-то подлазил, это все открывал. Я в любой момент всегда искал обход какой-то ситуации и просто вот стараться что-то делать в плане к своей цели продвигаться. И примером быть как человек — это то, что ну, нужно со всеми помогать общаться, как кому-то что-то помочь в плане, кто-то спросил там по игре или как продвинуться. Ну, нормальные вопросы, а не просто, а как там апнуть 4К или 5К, как ты попал в киберспорт. Ну, просто вот, нормальные вопросы, вот по делу прям, вот не дефолтные просто, а нормально просто. Я нормально отвечу, все полностью расскажу, помогу, потому что мне это приятно помочь человеку, который реально это хочет узнать и реально хочет чего-то как-то достичь, улучшить. Это всегда, ну, я считаю, нужно делать, если у тебя есть возможность как-то помочь человеку. Вот. Ну и просто не быть, не знаю, идиотом плохим каким-то. Я просто, ну, это самые такие нормальные слова, которые я нашел, подобрал. Мотивация, да, у меня до сих пор горит желание играть много, тренироваться. И особенно на следующий год это достаточно, как мне все говорят, и, так сказать, немного ноет, то, что это будет очень трудно, депрессия, усталость. Ну, для меня это достаточно такой прям крутой экспириенс, полетать по разным городам, стадионам и там поиграть и почувствовать себя такой частичкой, как большого спорта, прям реально вот прочувствовать эту сферу чувств. Ну, блин, я не знаю, это круто.